Всем привет! Сегодня хотелось бы поговорить о сериале «Тайна» или «Тайная любовь», 2013 год, в главной роли Чи Сон. Краткое содержание. История двух пар, только что окончивший университет прокурор и девушка, помогающая отцу в кондитерской лавке. Мать умерла, и вторая пара, парень, богатый наследник, полюбивший бедную девушку, которая в начале фильма погибает в аварии, а впоследствии ему прочат в невесты девушку из богатой семьи. Что связало эти две пары? А вот что. Был сильный ливень, прокурор сделал предложение своей девушке, они едут на машине, прокурор за рулем, она его отвлекает постоянно, и в результате авария, в которой погибает девушка второй пары. Но прокурор скрывает этот факт, и они уезжают с места аварии, не оказав помощь пострадавшей. Официально машина была оформлена на девушку, и она берет всю вину на себя. Прокурором по ее делу оказывается ее жених, но все старания прокурора оказываются тщетны, и ее ждет максимальное наказание по таким делам 5 лет. И она отправляется в тюрьму. Там выясняется, что она беременна. Она рожает и воспитывает ребенка где-то до 3 лет. Потом она подает заявление на условно-досрочное, ей отказывают, отбирают ребенка. Через 4 года она выходит на свободу. Все это время мать прокурора жужжит сыну, что отсидевшая девушка ему не пара, а богатый наследник из мести преследует ее, не дает житья и в конце концов сам влюбляется в нее. А прокурор влюбляется в богатую художницу, то есть происходит обмен девушек. Все это сопровождается поиском сына. Сначала прокурор ей говорит, что сын умер в приюте. В финале выясняется, что он жив и усыновлен. И мать, чтобы не нарушать покой и счастье ребенка, отказывается от него. Несмотря на это, в финале все окей. Прокурор сидит в тюрьме и получает открытку от художницы. Наследник остается с бывшей девушкой прокурора. Хотелось бы отметить игру Чи Сона. Обычно ему достаются роли симпатичных положительных парней, но в этом фильме, особенно в первой половине сериала, он играет избалованного, порой жестокого, своенравного, богатого парня, и несмотря на всю харизматичность Чи Сона, начинаешь его ненавидеть. То есть как он актер вне, то есть он как актер вне рамок определенного амплуа. А в фильме «Партнеры» у него роль лоха в комедийном жанре. В общем, как-то постепенно Чи Сон стал меня радовать. Симпатичная мордашка, и мне показалось, что он как личность имеет стержень и волевой характер. Я очень часто слышу, что в корейских сериалах задействованы красивые и высокие актеры модельной внешности, и это расценивается как отрыв от реальной жизни и отсутствие правдивости. Может, это и так. Но признаюсь, что мне, как зрителю, приятно лицезреть красивую картинку, ухоженные лица и хорошие зубы. Меня всегда поражает сияющая кожа на лицах, особенно девушек. То ли отличная косметика и профессиональный макияж, то ли особенные климатические условия, то ли генетические предпосылки, или все вместе взятое, и еще не помешаны на белоснежности кожи и отвергают загар. Каждый сходит с ума по-своему, но лично меня как-то это отвлекает от суровости реалий. И, как мне кажется, актеры модельной внешности неплохо справляются с амплуа романтических героев. Сейчас я скажу традиционную фразу, что сериал мне понравился, всем его рекомендую к просмотру. Вообще, если вы успели заметить, я говорю только о тех фильмах, которые мне понравились. Я не рассматриваю остальные фильмы, потому что не хочу негативных эмоций ни для себя, ни для зрителей. Потом рассуждать всегда легче, чем производить качественный продукт. Наверняка создатели всегда хотят создать кинопродукт с высоким рейтингом в прокате, но по каким-то причинам это не всегда удается. Я спрашиваю себя, зачем я веду этот канал? Подписчиков нет, зрителей почти нет. Сейчас я попытаюсь ответить. С недавних пор у меня появилось свободное время, и я стала больше смотреть развлекательное кино. Вообще, сколько я себя помню, смотрение телевизора было традицией в нашей семье. Мы жили в селе, у нас, во-первых, появился телевизор, и, по-моему, рекорд. Потом Рубин, если я ничего не путаю. Все знакомые собирались, у нас смотрели. Мама собирала фото советских актеров, зачем-то записывала в тетрадь названия просмотренных фильмов. В общем, кино, важнейшее из искусств, занимало большое место в культурной жизни нашей семьи. Так вот, после просмотра хорошего фильма всегда хочется поделиться впечатлениями, подискутировать, но не всегда рядом оказываются люди, которым тот или иной жанр интересен и близок. Таким образом, через канал пытаешься отыскать единомышленников, которых бы трогало и интересовало то, что близко тебе по духу. Вот как-то так, наверное. Ну, на этом на сегодня все. Всем здоровья и удачи.